Так, добрый день. У нас сегодня стрим такой специфический, посвященный субботнему путешествию на остров Коневец. Да, мы давно таких стримов не проводили. Но в начале, поскольку у нас сегодня вторник, я поблагодарю всех тех, кто поддерживал этот канал на протяжении прошедшей недели. Это господин, у которого карточка заканчивается на 27. Спасибо ему большое. У него было 2 доната на этой неделе. Так, сейчас еще. Сейчас. Это у нас Вика, спасибо ему большое. Это у нас Джемс Веб, тоже спасибо большое, еще сердечки прилетели. Значит, это у нас Шериф, спасибо за интересный стрим, спасибо. Вот только сегодня пришел донат от Комитета Днения и Прогресса, но тут большой текст, поэтому я на нем постараюсь отвечать попозже. Ладно, спасибо. Так, это здесь. В других местах. Это у нас Алексей. Донат. Это было в четверг. И это у нас Александр. Это было вчера. Спасибо большое. Так, в основном месте будет следующее. Так. Это Methodical. 1, 2, 3. 3 доната. 4. А Боба, спасибо большое, тоже донат. 5, 6. Значит, Дмитрий Б, спасибо большое за донат. 7 Методикал. А1 Тамонт. Значит, тоже спасибо большое. Я статью почитал, да, там много чего было интересного. Но мы как бы многие вещи там уже обсуждали. Тоже спасибо большое. И Хуб. Сегодня пришел донат, тоже спасибо большое. Ну, разумеется, Methodical у нас является лидером прошедшей недели. Поблагодарим его все вместе. Значит, смотрите, какой у нас очень интересный вопрос. Вообще, Владимир Путин, он кто? Ну вот, представляем себе Москва, 90-е годы, к власти приходит Лужков, и на Москву сыплются деньги, нефтяные и не нефтяные. Но большое количество чиновников, у них высокие зарплаты, высокие налоги, часть их перепадает в Москве, они формируют некий спрос, тут же зарегистрировано большое количество нефтяных компаний, газовых, сервисных, со всей страны они тоже здесь платят налоги. И в руках у Лужкова громадная сумма, которую он пытается как-то потратить. Начинается так называемый лужковский стиль в архитектуре. Строится метро, Гаев, директор метрополитена, не слезает с первых страниц всевозможного рода газет и журналов. Значит, это появляется, значит, строительство, да, Москва-Сити, ну и многое-многое-многое. И, разумеется, все поют осанную. Лужков, как ты прекрасен, какой ты замечательный, какой ты крепкий хозяйственный, какой ты управленец. В один момент Лужков вполне претендовал на звание и должность второго человека в государстве после Примакова. Вот подобного рода вещи. Но потом, как вы знаете, что произошло? Он потерял доверенность на языке гаишников, то есть утратил доверие во времена Медведева. И на место его пришел Собянин. Располагая с теми же ресурсами, может быть, чуть большими, он, как пишет Дмитрий Евгеньевич Голковский, там, за 2 года сделал столько же, сколько при Лужкове было, там, скажем, за десятилетие. То есть за 14 собянинских лет построено уже почти 250 станций наземной железной дороги и городской железной дороги и метрополитена. Москва стала лучшим мегаполисом мира и все остальное. И вот в связи с этим есть разница. То есть те же самые ресурсы, но когда выдающийся управленец, есть не выдающийся управленец, очень слабый Лужков, но поскольку ресурсов много, то у него тоже есть какие-то результаты. Есть Собянин, у которого тоже много ресурсов, но распорядиться ими он смог с гораздо большей эффективностью и силой. Одна из его главных заслуг состоит в том, что он, мало того, что он пригласил этого гениального мальчика, архитектора Сергея Кузнецова, на должность главного архитектора Москвы, но и смог защитить его каким-то образом от давления, так сказать, застройщиков.
Вот в Петербурге это не происходит. У нас власть ни главного архитектора, ни архитекторов, которые работают над проектами, не защищает. Более того, у нас часто власть, наоборот, лоббирует странные проекты, ну там жилые комплексы построены посередине улицы, там это так называемый высотный регламент и так далее, и так далее. Вот сравните их, да, сравните. Сравните, это вот бывали времена Матвиенко, когда утверждение, что Петербург это вторая столица, наконец-то перестало звучать как издевательство. Вот. И вот эти два бакинских придурка, которыми стали губернаторами последние там, десятилетия. Вот такого рода история. Так вот вопрос такой он ставится. Лужков он кто? Ой, Лужков. Путин он кто? Он Лужков или Собянин? Да? Он при больших ресурсах смог чего-то добиться, но добиться гораздо меньше того, что мог бы добиться реально эффективный менеджер типа Собянина. Вот такой большой вопрос, который нам предстоит сегодня исследовать отчасти. Ответа у меня на него нет, потому что сравнивать не с чем. Был бы Примаков более успешен на должности президента России, чем Путин, непонятно. Вполне возможно, что был. Но тогда Путин это Лужков. Или он все же Собянин. Вот такого рода вопрос. Но мы сегодня путешествуем, значит, на остров Каневец. Мы будем смотреть какие-то видео, все остальные вещи такие. Фотографии будем разглядывать. Многие из них не очень высокого качества, снятые Натальей Перфилевой на какой-то из телефонов Galaxy. Но тем не менее, при чем здесь Путин, казалось бы? Ну давайте сразу же скажу, при чем здесь Путин. Значит, 91 год, с острова Каневец уходит военная часть, он бросается фактически, в газете «Смена», Ленинградская область, публикует объявление, будто бы сдается или продается целый остров там, с будкой, с какими-то остатками строений в плохом состоянии и всякого прочего вещи. И тогда епархия принимает важное решение, она эту половину этого острова выкупает, а половину берет в долгосрочную аренду. И туда заезжают 20 монахов, которые пытаются там обустроиться. Ну, работают, восстанавливают монастырь, к ним приезжают всевозможные добровольные помощники, часть бывает вольно-наемных, но ситуация тяжелая. Топятся дровами, электричество от генератора, прямой связи есть, им остался некий такой корабль, который был спущен на воду еще в 40-х годах, да, учебное судно «Каневец» ныне, которое находится тоже в плохом состоянии, то плавает, не плавает, и так далее, и так далее. И вот 20 монахов совершают свой строительно-молитвенный подвиг на этом острове, но все изменяется в один из летних, по-моему, дней 2016 года, да. 2016 года. Вдруг около острова Каневец на Ладожском озере возникает большая роскошная яхта. Эта яхта вытягивает из себя руку. В этой руке, значит, специальная, находится лодка, небольшой катер. Этот катер спускает на воду, катер подъезжает к острову и тишина. То есть он затонирован, ничто не происходит. Потом оттуда выходят два хорошо одетых человека, и после них выходит Путин. Путин направляется, соответственно, к этому храму и совершенно честно решил отстоять всю службу в этом самом храме. То есть редкие прихожане, добравшиеся как-то до этого острова, они говорят, что за человек такой, так похож на Путина, спрашивают, а кто это? А он говорит, это и есть Путин. И после этого, значит, Владимир Владимирович обращается к настоятелю храма и говорит, а вообще говоря, что же за разруха-то такая? Ну, вы понимаете, 20 человек, плюс там трудни, плюс помощники, такое большое хозяйство, то есть целый остров не могли привести в нормальное положение. Что вам нужно-то? А тот говорит, да ничего особо не нужно. Живем, слава богу, более-менее. Вот только этот старый древний корабль «Каневец» не плавает нифига, сломан. Его нам отдали уже в качестве, подарили того, чего самим не нужно. Ну, вот просто какую-то вещь такое. Вот нельзя его как-то отремонтировать. А поскольку мы знаем, кто такой Путин, Путин это у нас буквально царь Мидас из известного мифа Древней Греции. То, что к нему он прикасается, очень часто превращается в золото, да? То есть во что-то. И он тогда обращается к Сечину и говорит, что Роснефть должна взять этот остров
под свое крыло, то есть патронаж. И там начинается, как нам сказал экскурсовод, большой шурум-бурум. Приезжает громадное количество архитекторов, строителей, проектировщиков и кого только нет. И остров преображается. Все становится красивым, строится бухта, большая бухта, потому что я напомню, что настоящее море около Петербурга это не Балтийское море, а его настоящее море это Ладожское озеро. То есть здоровенное такое, второе по размерам после Каспийского моря, первый пресный водоем в Европе по размерам. Там бывает торнадо, там бывают бури, там бывает вообще всякое светопреставление, чего только там не бывает. Строят большую роскошную бухту, где по краям могут парковаться большие суда, а в центр можно зайти небольшим корабликом и там укрыться. А на такой сферической форме мы ее сейчас будем. Все восстанавливается. К 2022 году проводится электричество, бросается кабель. Кроме того, там распределены 2 резервных генератора и много чего остального сделано. То есть в этом смысле, значит, Путин превращает вот эту самую штуку, то есть просто легким прикосновением руки, в некое такое, ну, можем практически сокровищницу по ее сделано. И так остров хороший. Он низкий, он насыпанный, в нем 8 квадратных километров, то есть примерно там 2 на 5 километров он вот такой. У него есть косы всякие, там еще что-то. 2 в самом широком месте, а в остальном гораздо уже. Вот это все. И вот это все вот превращается. И вот когда все это превращается, вдруг выясняется, что в путешествиях, вот этих самых круизах, есть еще одно место, где можно остановиться. То есть выезжают теплоходы, например, в круиз из Петербурга, они паркуются на острове Коневце, а потом следуют, значит, на остров Валаам. Вот такого рода история, то, что я вам примерно хочу сказать. И после этого там Путин бывал регулярно. У него известно 6 его поездок, одна из них с Лукашенко. Но строительство по-прежнему ведется. И каким-то образом все это происходит. Что, прежде чем мы начнем листать какие-то фотографии, что я примерно хочу сказать, да, здесь. Мне было очень сложно достать информацию, как туда можно ехать. Я расскажу, как поехали мы, значит. И после этого вот сейчас начал готовить стриму, ее стало просто достать. Значит, смотрите, мы редкий случай, когда приехали дикарями. Я не знаю, как ехали остальные, тоже вроде на машинах. Вот. Происходит это следующим образом для нас. Мы выехали из Петербурга, это недалеко от Приозерска, вы знаете КАТ, после этого вот этот автобан стартовала, после этого отличная дорога до бухты Владимирской, после этого там паркуешь машину и отправляешься в охраняемую зону, в речной вокзал, платишь 4000 рублей и тебя перевозят на другую сторону, то есть пока на теплоходе Коневец, а обратно на специальном великолепном катамаране. Идет он полчаса, а стоит это 4000 рублей. Что стоит в эти 4000 рублей для нас входило? Значит, отправление в 12 часов, судя по всему, еще в 10 есть. Но мы к 12 успели. Что еще там было из таких вещей? Входит 2- или 3-часовая экскурсия, да. 3-часовая, наверное, экскурсия входит полностью по острову. Далеко не по всему, конечно, а вот по основной его части. Это первое. Второе, значит, этот момент. Входит обед в трапезной. Можно от него отказаться. Интересно, насколько его оценили, этот обед трапезный. Потому что, ну понятно, Великий пост, там, монашеский чин, вот эти все возможного рода вещи. Это первое. Второе, значит. И третье, туда входит еще концерт. Это 15-20 минут, входят 2 певчих, и они, значит, что-то там попоют немножко в главном храме, а после этого один из них помоложе станет с шапкой, будет это дело собирать. Вот такие вещи. Вот такая вот рода история. Дорого или дешево? Ну, выглядит дорого, наверное. Но моя вот цель вот сейчас только что сказать, как туда можно добираться и как это можно сделать. Насколько я понимаю, есть из города автобусы. Цена тура 4800, а если в будний день даже 400, может быть даже и выгоднее. Это первое. Забивать надо под этим 12-13 часов на всю эту поездку. То есть туда-обратно чуть менее 3 часов. Вот так возникает с нашего проспекта Ветеранов. А у меня это висит, это значит конструкция. Ты что конструкция висишь-то? Вот. А все, отвисла она. Вот такого рода история. Там вот такая вещь происходит.
Вот, место побывать можно обязательно, оно красивое и эгрегориальное. То есть это некий остров, который находится в 7 километрах от берега, где тишина, сосны, лес, и вот и 20 монахов. Ну, разумеется, там большое количество людей, которые работают, что там бывают большие праздники, на которые приезжают 1500–2000 человек, говорят. Там есть экскурсоводы, которые там живут не постоянно, но и много. Ну и много-много чего остального. Вот. Экскурсовод Наталья замечательная. Я расскажу немножко, может быть, позже, если мы об остальных вещах будем говорить. Такого рода история, которую мы будем говорить, по ним ее обсудим. Значит, примерно, что у нас там происходит? Значит, легенда об основании этого острова следующая, что был некий Арсений, монах из Новгородской епархии, и ему на Афоне было дано благословение двигаться дальше на север и открыть вот этот самый остров. История такова. Значит, он приезжает на остров, его привозит некий Филипп, местный то ли карел, то ли житель, к некоторому древнему финскому капищу, называется гора Конь или скала Конь, да? Остров отсюда Коневец. Вот такая вот вещь, где приносятся жертвы обычно. То есть происходит следующим образом, что местные жители завозят туда по весне стадо коней, кони там сами питаются, бежать им некуда, а вечером, осенью они их забирают, вот этих самых коней. Одного оставляют будто бы привязанного к этой самой скале, и после этого, когда после зимы они возвращаются, его уже никогда нет. И считается, что духи его забрали следующим образом. И вот он приходит в ужас, какая-то скала, что-то такое, и пытается убежать оттуда. Но вдруг набегает ветер, и он пытается, его лодку пробивает совершенно обратно, он опять идет к этому камню и творит молитву. И оттуда вылетают вороны массово и выползают всевозможного рода гады. Надеюсь, что не псковские крокодилы, кто-либо еще. И после этого он основывает монастырь, монастырь заливает водой, он переносит его в другое место и так далее, и так далее. Вот это его короткая история. Все же я думаю, что надо попытаться поговорить о некоторых картинках. Давайте мы эти картинки посмотрим. Я сейчас переключусь и будем после этого говорить достаточно подробнее. Вот так у нас. Ну, вот такой праздничный значит, портрет царя Мидаса. То есть он из полных руин мановением своей руки поднял, притом лично это сделал одно из увлекательных эгрегориальных мест, может быть, в России. Это, в общем-то, чувствуется. Кто захочет, там обязательно побывайте. Возьмите побольше, послушайте экскурсовода. Вот, к сожалению, там нельзя остаться на поле поздний срок, например, чтобы его обойти, там, походить по его косе песчаной и так далее. Ну, давайте смотреть. Вот это снимки, это не наши. Это вот бухта Владимирская. Здесь вот стоит корабль, очень напоминающий корабль Коневец, но вроде бы это не он. В общем-то. Вот здесь такая вот гостиница. Вот с синим куполом это станоприемный дом. А вот здесь сбоку вот это речной вокзал. Ты покупаешь билет, тебя вводят в безопасную зону, и после этого ты плывешь. То есть на теплоходе Коневец это где-то 25 минут путешествия длится. Значит, на катамаране длится 15-20, ну 20 вместе с парковкой. Такого вот рода история. Вот опять этот самый остров, он здесь сделан. Вот здесь есть квадрат, а это сразу же два, значит, собора. Один собор называется Нижний Симеона, зимний, а верхний это Рождества Пресвятой Богородицы. Вот это его. И здесь всевозможного рода вещи. Вот здесь зеленое кирпичное здание сбоку. Это, судя по всему, местный музей интерактивный, но мы в нем не побывали. Вот белое это большой на 150 мест хорошая гостиница, тоже для нее как-то сделано. Но здесь старая фотография, здесь все это еще делается на самом деле. На самом деле все это выглядит сейчас уже гораздо лучше. Ну, дальше поехали. И вот здесь мы видим вот эту гору. На вершине ее находится часовня. Можно пойти, вот 750 килограмм она весит, тоже Наташины фотографии. Ну вот, поэтому они такие блеклые, вот такие они, значит. Ну вот есть высокий мыс, там виден берег, это Карельский перешеек,
как раз вид на ту сторону, собственно, на Ладогу, к сожалению, на другую сторону острова не водили. Красивый вид на большой скале озера, оно в этот раз было достаточно спокойно. Вот его еще фотки. Еще фотки. Вот еще фотки. Видите, вот так Наташа снимает, да, на Galaxy. Вот такие сосны, песок, высокий берег сосны. Ну, видно, наверное, что тут достаточно высоко, может быть, метров 7, может быть, метров 8. Коренья деревьев, которые здесь прописались, которые здесь живут. Но вот эта фотография получилась лучше. Но вот видно, что один из наших товарищей спустился вниз, вот этому туда вниз. И видно, как фигура его достаточно маленькая. То есть эта штука, она высокая. Ну, вода. Вода я сам просто не смотрел, сейчас тоже показываю. Камень, который не получился. Ну вот, люди опять спускаются, и вот видно этот самый камень. Опять бац. Ладожское озеро. Ладожское озеро. Ну вот, достаточно блеклая фотография вот этого современного этого храма. Да? Современного этого храма. Здесь у нас находятся главные ворота, куда можно войти. По-моему, это тыльная, кстати, сторона, да. А вот здесь могу рассказать, появилась некоторая часовенка, про нее тоже пару слов можно сказать. Значит, эта часовенка, она интересна, что вначале здесь стоял крест. И прошла у местных карел слух о том, что кусочки этого деревянного креста помогают при лечении зубной боли. И его в короткое время полностью сгрызли. То есть на кусочки распределили, лечили ими зубную боль. Потом, значит, завели еще раз еще один крест. Его тоже сгрызли, значит, это. После этого крест решили спрятать в вот такую красивую часовню. Внутри этой часовни стоит крест. Но сейчас тоже, наверное, сгрызли, потому что креста нет. Вместо него есть, что у нас? Есть всего лишь его фотография. Написано, что его забрали на реставрацию. Ну, вот такая вот история. Ну, здесь кошки, да, кошки это как обычно. Ну, кошки это около трапезной. Ну, вот опять Наташины фотографии, достаточно блеклые. Вот так этот храм выглядит снаружи. И вот здесь надпись, что 2 российских монарха побывали на этом месте. Первое это Александр II со всем семейством, а второе это, значит, Владимир Владимирович Путин. Без семейства, с охранниками. Вот такого рода история. Ну, вот здесь эта фотография. Ну, вот как-то получилась фотография лучше. Ну, вот так оно обустроено, и вот этот весь квадрат вот таким образом сделан. Вот. Ну, разные там учреждения есть всякие. Надвратная церковь такая. Ну, церковь вот это вход. Но очень интересно, что ворота всегда закрыты. А здесь есть узкий, значит, проход сбоку, который так и называется верблюжье ушко. И ты можешь в это верблюжье ушко пройти. Ну вот, значит, это колокол при реставрации, и вот 2 места здесь свободны. А там одна про Александра, вторая про Владимира Владимировича. Вот певчие, которые пели. Значит, вот какие-то вещи. Вот так они поют, народ сидит по этим. Большинство не пошло ничего слушать. Ну вот так выглядит тоже она сбоку. А прямо вот здесь вот такие островки для отдыха, скамеечки, всякие это везде чисто, все обустроено, вот так скамеечки. Ты как бы поднимаешься наверх храму, а остров плоский на самом деле. Чего он здесь фотографировал? Да, собор Рождества Пресвятой Богородицы и Сретения Господа. То есть вот это, про это скажу позже. Ну вот так выглядит со стороны. Опять выглядит. Ну вот здесь хозяйственные постройки, здесь можно заплатить, здесь предлагаются бесплатно юбки для женщин в джинсах и платки для них же. Вот такие вот вещи. Значит, да. Ну и штаны для мужчин, которые приехали в шортах. Ну, здесь шел просто почти все время дождь. Ну, такая вот вещь. Ну, вот набережная опять. А вот обратите внимание, большой катамаран. Там сплошной зал, то есть там 12 рядов получается. 12 мест с 2 большими проходами в ряд. Где-то 250-300 человек вмещает. Говорят, он ледового класса. То есть может и в легкий лед ходить. Вот. А вот называется Святой князь Владимир. Любые совпадения здесь совершенно случайны. Вот так выглядит сосновый лес.
А вот это уже фотографии не Наташи, это я уже скачал из интернета. И вот так выглядит этот храм вот сейчас. Но это, наверное, достаточно старая фотография, потому что там все гораздо сейчас новее и вылизанней. То есть вот таких вот строящихся, реставрирующихся домов там нету. Вот тоже фотография, которая тоже явно не Наташина. Вот так это выглядит прямо сейчас. Это вот его нормальный парадный вид. А вот еще одно. Тоже нормальный парадный вид. Вот так выглядит вся эта самая штука. Значит, у нее две горы, примерно по 30 метров, самые большие. Значит, святая и змеиная. Казанский скит с этим зубным крестом мы уже сами видели. Вот здесь монастырь, мыс Стрелка, очень красивое место. Вот. А дальше вот этот конь-камень, а вот здесь есть гора Святая. Там есть храм, то есть некий скит, где с 91 года два монаха по-прежнему там спасаются, они там существуют. В общем-то, они принимают исповедь, притом говорят, что это какое-то особое высокое исповедование они проводят. Ну вот в этом, значит, это деле мы там были. Он находится на горе Святой, и вот так он там существует. Значит, это вот Каневецкая или Каневская икона Божьей Матери. Значит, это список, оригинал, если я сейчас успею, находится как бы в другом месте. Вот опять этот вид его со стороны. Ну, здесь очень интересная штука. Это Маннергейм приходит в гости к одному из местных настоятелей. Да. По одной легенде, этот местный настоятель был у него связным когда-то в штабе, когда Первой мировой войны. По другой он был фельдшером, который тоже знал Маннергейм. А по третьей версии они вместе учились в Николаевском кавалергардском или училище. Вместе они учились вместе. Один стал настоятелем этого монастыря, а другой стал этим финским диктатором. И он здесь сюда приходил, потому что после 17 года, как вы понимаете, эта территория была передана большевиками, этими финнам, соответственно. Но это на большое счастье. Вот, опять-таки, какие-то события в этом самом Каневце, снятые гораздо лучше, чем Наташа. Вот такие они события. Вот так выглядит бухта Владимирская, если кто интересует. Большая гостиница, у них какой-то там особый знаменитый шеф-повар в местном ресторане. Сбоку вот такой пирс, к которому стоят корабли. Но сейчас все здесь не так. Вот это все место, оно разрушено. Строят, судя по всему, очередная новая бухта. В этой очередной новой бухте строится какое-то здание. Непонятно, что там будет дальше. Вот такая вот вещь. Ведется активно стройка. Ну вот это тоже, это самое дело. Можете на него посмотреть издалека. Фотка тоже старая. Собор, видите, только еще восстанавливается. Тут какая-то еще элементы разрухи, и там ничего нет. Ну вот этот Симеон, богоприимец, так хочется сказать, да, богоприимец. Я уже не успеваю о них всех поговорить. Симеон богоприимец. Вот, это Сретение Господне, посвященное праздник, ну, вот такая вот вещь. Ну вот, по-моему, я все по всему прошелся. Давайте коротко подводить определенного рода итоги, да, определенные итоги. Значит, Владимир Владимирович Путин имеет к этому, значит, разумеется, некоторое отношение вот это, к этому, к такому массовому строительству. То есть возле Петербурга появилась некая точка притяжения, туристическая достопримечательность и прочее экстра-класса. Это вот Каневецкий монастырь, бухта Владимирская, путешествие на катамаране по Ладоге и так далее, и так далее. Хотели ли этого сами монахи? Это совершенно непонятно. Все вот там вот как-то так. Можно, я достаточно много теперь об этом острове знаю, просто в получасовой формат это все не войдет. Но вот такое ощущение, что вот этот туристический Диснейленд и монахи живут своей жизнью. Мы ни одного монаха не видели. А это считается остров исключительно строгого монашества. В общем-то, их нету. Обычно в монастырях они туда-сюда ходят, а тут кроме двух певчих не было никого. Я не думаю, что они сильно этому рады. Да, красота, да, благоустройство, да, вертолетная площадка, электричество, тепло. Это все красиво. И вот какое-то вот в этом Диснейленде есть что-то не то. Ну, например, заставлять этих
туристов питаться в их столовой местной. Ну, большой пост сейчас стоит. Все очень маленькие порции, очень, ну, достаточно вкусное, но без мяса и без рыбы. Вообще ничего нет. И понятно, что это воспринимается как некое кощунство, если бы тут бы на берегу озера начали жарить шашлыки. И вот здесь все вот так, все вот так. Информацию, как туда доплыть и как там появиться, очень сложно найти. Фамилия экскурсоводов неизвестна. Да, самое лучшее в этом было, конечно, это наш экскурсовод Наталья. А еще они устроили нам вот следующий аттракцион. То есть, когда наш катамаран отплывал, экскурсоводы выстроились на пирсе, и девушки и женщины начали махать платочками, нас провожать. Ну, и эти руками махали тоже мужчины-экскурсоводы. Это было чрезвычайно трогательно. То есть, было некоторое ощущение, что тебе зовут возвращаться не потому, что ты приедешь там с очередными 4000 рублей, а просто действительно ты стал для них родным, близким человеком, и они с тобой прощаются по-настоящему. Это очень трогательное такое событие. Рядом со мной сидели какие-то люди, сказали: о, так теперь здесь так же, как же они сказали-то? Как на Мальдивах, да. Наверное, как на Мальдивах. Такая история. Ну, значит, вот так. Ну вот мои полчаса не истекли. И я буду, значит, и я готов отвечать на вопросы. Как-то. Ну вот такое путешествие было замечательно. Утомились, конечно, потому что оно длилось около 13 часов. Особенно мне тяжело ходить. Хорошо, что дождь пошел. Раз мы остались сидеть в храме, она же нам все рассказывала. Я же стоять не могу совершенно. И она все рассказала, а дальше мы двигались уже достаточно быстро, опять-таки под дождем. Передвигались. А мне самое главное не стоять, мне лучше ходить. Вот. Такие вещи. Такие вот вещи. Сейчас я проверю, есть ли у меня донаты. Ну вот как был сегодня 11-й день донат, так и остался. Главная и рациональная проблема развитого путинизма – это отсутствие женской руки во власти. Есть блистательные государственные мужи – заработать, завоевать, порешать сложнейшие вопросы, выстроить схемы. А вот легкого касания руки хозяйки нет. Развод ВВП Людмилы – черный день для РФ. Ну вы знаете, Людмила же была всегда номинальной и первой леди отчасти. Конечно, никакого касания легкой рукой ей не дозволялось. В этом ее принципиальное отличие от Светланы Медведевой, которая была вполне настоящей леди. У нее был собственный двор, вполне влиятельный и прочее, прочее. Ну, заслуга Светланы Медведевой, если вы знаете, это восстановление в Кронштадте морского собора. Ну вот считается так, что больше всего с ней это связано. Это действительно тоже очень важное событие. Он крупнее, конечно, чем на Коневце. И, конечно, золото и мозаики драгоценных камней там потрачено гораздо больше. Но это тоже известный собор. Может быть, теперь он по значению стал чуть ли не вторым в Петербурге после Исаакиевского. Вот музей в Кронштадте. Так что Людмила, она ее как не было, так и не стало. Не было и не стало. Да. Вот. Но определенного рода, конечно, проблемы есть. Ну, те же 4000 рублей, это же проблема. Может, сейчас паломническую службу как-то дешевле. Ну, реально же проблема для людей. Я понимаю, что где вот этими 1500 в Петергофе там просто поток людей регулируют, там, потому что сделаешь меньше, там они будут, весь Петергоф превратится в такое место, где люди просто стоят, прижавшись друг к другу вот так плотно, и больше ничего. Ну, по субботам, воскресеньям. Вот такая-то история. Вот, Дмитрий Мьемин прислал донат. Монахи вряд ли рады, но так как Русь на северо-восток колонизировалась, вроде Вологодской губернии, сначала монахи приходили спасаться, потом росла слава, потом наезжали хайпажоры, и настоящие монахи убегали дальше. Переслегин недавно предположил, что колонизация Марса начнется с храма. Может быть, он и прав. Ну да, может быть. Может быть. Вот. Может быть, так и начнется.
Ну, было важно, люди, они же тогда без распространения своей веры это было немыслимо. То есть одно из самых главных это проповедовать было веру Христову. Самое главное. То есть обязательно. Ну вот как свидетели Иеговы, и главное это служение. То есть ходить и свою веру проповедовать. Они ходят по улицам, пристают к людям. Может быть и христианство было когда-то такое. Люди не спасаться ходили, а просто получил он от святых отцов одного из афонских монастырей благословение на то, чтобы в христианство язычников Карелии и Финляндии посвятить, проповедовать им. Поэтому вот у святого Арсения этому все и посвящено, наверное, как-то. Вот такие вот. А чего в юбке-то? Да, вот давайте. Да. Антимидас. Думаете, антимидас? То есть, наоборот, чему он приглашается, все превращается в говно. Но, может быть, что-то как-то не похоже. А чего в юбке-то? Почему в юбке? В шинели. Царь ас. Ну вот да, ругается человек. Я в это время Путин изучает логику Гегеля. Думаете, изучает? Асану у нас опять умеют, это главное. Славить еще научились у морекопателей. Ну, наверное. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки. По возможности принять донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Вот. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Да, спасибо. Кто лучше, Путин или Путин? Ну да, наверное. Пенсионеры освобождаются от донатов, а лайки ставят по окончании. То вдруг потом за лайк на старости лет посадят. Ну, наверное. Ну, попытайтесь. Нет, у меня из-за моей незначительности канала, то есть очень маленькое количество просмотров, лайков и всего прочего, я думаю, что мне лайки можно ставить без совершенно не опасаясь последствий. Можно ставить. Ну, потому что, чего с микробами-то воевать? Конторские габисты никогда не были сильны в экономике, ибо есть незыблемое правило. При любой власти, любой идеологии, любой религии. Конторские всегда найдут деньги у тех, кого можно обижать. Ну, наверное. Но здесь вот Роснефть напрягли. Если бы Собянин был гениальным, он бы развивал бы Золотое кольцо за счет бюджета Москвы. Вы знаете, он что-то такое там развивает. То есть я был год назад во Владимирской области, и местные аборигены жаловались на то, что вот эта ласточка до Москвы и вообще очень дорогая. А у москвичей, что их особенно обижало, у них там какие-то то ли скидки, то ли еще что-то есть. То есть часть бюджет Москвы датирует. Вот такую я историю слышал. По крайней мере, может быть, от Владимира до Москвы. Я не знаю, что за этим скрывалось, за этой историей. Но вот видите, он же развивает Золотое кольцо. Так оно же и так развито очень сильно. Куда уж больше-то это кольцо развивать-то? Оно развито до потери пульса. Очень сильно развито. И достаточно давно. Это вот сила слова, да, какова. Придумал в свое время журналист термин «золотое кольцо». И понеслось. Поэтому в Тверской области, которая, в общем-то, не хуже Золотого кольца, у них появилось Пушкинское кольцо. Матвиенко развивала проект «Серебряное кольцо России», куда входили там Изборск, значит, Кипень, вот эти крепости, как бы так, Старая Ладога. Вот она такая тоже придумывала, Серебряное кольцо. Но это как-то не прижилось. Но это сила слова. Бред какой-то. И экономика и спецслужбы во всех странах времена – это полностью перпендикулярные темы. Конторские отличные мздоимцы, но прибавочный продукт создавать им в принципе неинтересно. Ну, может быть, и создают. Анатолий Чуба. Путин – это Мидас наоборот. За 20 лет правления 4 триллиона долларов только нефтегазовых доходов, не считая урана, меди, алюминия, чернухи, леса. Можно было построить 10 Дубаев. Куда все ушло? На Москву? Ну, куда-то ушло. Видно же, что куда-то ушло. Но часть вывезли, конечно. А Конторским, как и Путину, всегда интересно разделять, находясь в тени, интриговать, а не полноценно хозяйствовать. Ну вот, может быть. А потом приехать в какой-нибудь храм, эти грехи замаливать,
и создать вот тут такую вот ухоженную сказку, да. Да, барьер, стон золота, получается 1 килограммовая золотая ваза. Вот так и думать, что пропорция 100 тонн и 1 килограммовая ваза, ну не знаю. Константин Самсонов. У нас все гениально, я еще не видел ни одного не гениального. И вообще, кто не вписывается в гениальность, тех садят, размножают черенкованием, как правило, все замы, суки, начальствующие светлолики. Ну, как-то, наверное. В стране самой богатой газом до сих пор в Красноярске топят дровами, позор. Ну не везде же, где-то, наверное, в Красноярске где-то и топят дровами, но не везде же. Анатолий Чубайс, Чуба, какой позор, слава славная. А потом Путин едет и целует сольными губами ковран. Ковран, что такое? Тут, кстати, мы напрямую выходим на тему предназначения касты ограниченности каждого, определившегося своей ролью. Торгаши торгуют, силовики охраняют, рабочие работают, каждому свое. Ну вот я не знаю, господа, я же вам пытаюсь показать, что почему этот главный же феномен, что отказываются это дело признавать. Ну, казалось бы, в стране такие преобразования за 25 лет произошли. Ну вообще другая страна, другие дороги, другие дома, другие темпы строительства, другие небоскребы, все другое. Торговые центры, чего только. То есть это вполне нормальная вестернизированная страна по целому ряду параметров, рядом с которой так называемый Запад, которому подражали, просто отдыхает. Есть большое количество здесь всевозможного рода преимуществ. Но население окрестное по каким-то причинам всех этих успехов очень часто отказывается признавать. Оно их не признает почему-то. Это вот такой социальный феномен. Мы его исследуем уже не один стрим. Собянин – заслуженный плиточник, где эффективность менеджмента имеет отношение к тесаку. Швабовский фашист устраивал скопление в метро в Пандуре. Ну, устраивал, да. Это минус, конечно, большой. Когда пытались отреагировать, напечатали QR-кодов и выпустили все правоохранительных органов их проверять. Если бы действительно ковид был страшной эпидемией, то бы все старшие родственники вот этих правоохранителей, проверявших эти коды, они, значит, были бы все мертвы. И правоохранители большей частью тоже мертвы. Ну, такая вещь была. В Петербурге много херни такой делалось. Ну, там не пускали людей в парке, при этом устраивали в метро, ограничивали тоже их входные возможности. То есть есть два входа. Они один закроют, а во втором устраивают соответствующим образом. А во втором устраивают давку специально, чтобы люди, больные ковидом, друг на друга чихали, кашляли и так далее, и чтобы как можно больше людей заболело. То есть были некоторые действия, они были прямо противоположны очевидной вероятности. Ну так тебе говорят, а ты что сделал для борьбы с ковидом? Он говорит, вот так, метро ограничивал, или людей туда не пускал, и штрих-коды у них проверял. Исключение из правил – это когда власти принуждают капитал не только делать откаты капитала, но и вкладываться в инфраструктуру. Ну, вкладываются же. Хочешь помолиться, плати 4000. Вот так монахи. Но я думаю, что это как бы не помимо монахов, потому что бывают просто паломники. Я думаю, может, для них как-то цена меньше. При всем откатывают и воруют по мере сил. На рабочих ранах охраняет, им не удается ничего украсть. Идти надо по льду зимой одному ползком. Вот деистовая вера. И на коленях. Но вы знаете, последние годы вот этот кусок севера Ладоги, он не замерзает. И все эти теплоходы ходят круглосуточно. Там есть специальные суда на воздушной подушке. Правда, там каждом всего 10 мест. Но если очень хочется, то вас на этой подушке могут отвезти. Вы бы лучше Путина попросили бы метро по проспекту Ветеранов продлить до конца. Ну, было такое, да. Почему-то метро у нас в Петербурге не строится, в отличие от Москвы. Притом совсем. Ну, вот пустили, вы знаете, в конце года прошлого станцию метро Горный институт. Так это была первая станция метро, построенная за 5 лет. Ежом в задницу. Это не кони, это гуингмы. Ну, имеется в виду эти персонажи, значит, Стивенсона, да?
Чтобы были успехи в какой-либо сфере, нужно, чтобы с ней имели гешефт самые верхи в виде славы и капитала. Пример пока сельским хозяйством не занялся Дмитрий Николаевич Патрушев, толку не было. Ну, не знаю. Ведь проблема она состоит, что сельское хозяйство, оно много где развивалось. В проклятой Украине, например, оно развивалось не меньшими темпами, чем в России. Не меньшими. И все сводить на Патрушева я не знаю. Ведь это вестернизация, то есть вот это как бы перестройка мира, так сказать, на западный лад, а даже лучше. Она же в Китае велась большими темпами. И во многих-многих странах мира. И в некоторых тоже она велась неплохо. И в Малайзии, и в Таиланде ВВП на душу населения сейчас, насколько я понимаю, выше, чем в России. Хотя нету ни газа, ни нефти. По крайней мере, в таких количествах. Я сегодня подписался. Проясните, автор кто. Меня зовут Данилов Игорь Юрьевич. Если вам нужна более подробная биографическая справка, могу дать. Автор этот не здешний, с астероидом к нам прибыл по обмену. Это правда. Был сюжет старый в фитиле, что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Мне казалось, что это не фитили, это была миниатюра Жванецкого такая. На портрете, надеюсь, Путин не в портянке сапоги обул. Не знаю, в чем он их обул. Что-то обул. Это двойные онучи для роста ВВП. Ясно. По поводу автор, кандидат женщин, философских наук это Игорь не только Ильич первого лица Данилов. Закончил касается. физмат-лицей. Ну да, Сановники и в университет, РФ, как правило, в физический разводе с факультет. первыми женами Ну, если не имеют лицей, а молодых, школа-интернат, да. амбициозных любовниц, Если 4 роль триллиона которых долларов скорее вкладывать мужская, просто под консервативную карьеристки. стратегию, сейчас у А каждого вот роль россиянина был хозяйки бы, в безусловно, тереме доход 1 пустует. килодолларов в Ее не месяц. хватает, Конечно, в чтобы обмен на все геополитическое великолепие величие. привести в порядок. Но это вот чубайсовские некие рассуждения. Хорошо, спасибо. Вот, пришло, значит, мне вот донат по поводу Комитета Единения и Прогресса. Давайте еще раз прочитаю, он только что прошел. По поводу отсутствия женщин не только первого лица касается. Сановники в РФ, как правило, в разводе с первыми женами имеют молодых амбициозных любовниц, род которых скорее мужская, карьеристки. А вот род хозяйки в тереме пустует, ее не хватает, чтобы все великолепие привести в порядок. Ну, может быть. Ну, поэтому в свое время основатель скопчества посетил Александра I, и ему рассказывал, что все зло, значит, почему все воруют? Потому что они собираются своих детей и своих жен обеспечить. Жены требуют от них все больше и больше денег, а дети хотят, чтобы им достался большой капитал. Поэтому он предлагал с самого начала Александру Первому всех чиновников на Руси, значит, обращать искусственно в скопчество, чтобы у них не было ни жен, ни детей. И они только родили бы о государстве. Вот такая была точка зрения, да. Но она тоже чисто христианская. Да, хозяйки в тереме, конечно, нету, да. Это правда. Хорошо, спасибо. Казалось бы, зачем нам Киевский собор? Не знаю. А зачем он вам? Всего-то кандидат, то есть не философ. Это правда, да. То есть кандидат в науку, поэтому не доктор, нифига. Не до философ. Зубы лечить. Ну, к Киевским соборам, может быть. Я про кандидата понял. Не совсем короче. Ну, хорошо. Мечты о том, чтобы все поделить между всеми при демократии, беспочвенны. Только при кратких вспышках тотальной диктатуры возможно равномерное медианное распределение доходов. Ну, наверное. Вот. Это как в «Пиратам Карибского моря». У меня есть лучше ключа, у меня рисунок ключа. Ну, это да, это лучше. Колокольня – это древние ракеты, а ладан – это топливо. Разумеется. Но такие диктатуры долго не держатся, и творцы стараются разрушить такую справедливость на свою пользу и противников Отечества. Ну, кому нужно это медианное распределение, да. Мечтай не на то, мечтайте. Чужие штаны даются вен заболеваниями. Да не, они там все чистые. Вы штаны с одеялами для индейцев попутали. Да.
Да, были одеяла для индейцев. Один из самых страшных ужасов, который был при освоении американского континента, тем, что белые принесли им оспу, искусственно ее внедряли. Они-то сами все были вакцинированы на тот момент, а среди индейцев внедряли. И те поумирали очень сильно. Короче, можно было бы сделать место экономического роста, но Путин заставил за собой местечко. А место это вот Россию, так и оно и есть место экономического роста. Чего? Расскажи, для чего строятся крейсеры ледокольного типа? С кем воевать в Арктике? С пингвинами, зато распилить можно на невидимых крейсерах, дай бог, где они в Арктике. Ну вот для того, чтобы воевать в Арктике, да, что? Специальные боевые ледоколы строятся, чтобы в Арктике воевать. Без шуток. По-настоящему. Вот теперь все сходится. У нас везде экономически растет, особенно бородавки, после оптимизации медицины. Ну, хорошо. В Арктике они прячутся от беспилотников. Там американские подлодки, хохла запрещено плавать там. Ну, что-то прячется, наверное. Пускай хоть что строится, пусть даже декоративно, чем просто будет увезено на Запад. Там сгниет на анонимных счетах в банках Швейцарии и Лихтенштейна. Ну, наверное, да, я тоже так думаю. Врачи без высшего образования. Казахстан обогнал по ВВП на душу населения. Это последнее достижение развитого путинизма. Так по номиналу уже обогнал. По номиналу обогнал, по ВВП. По ППС-то еще не обогнал. Хотя всегда был близок. То есть Казахстан примерно как Россия. Что? Вы же знаете, что такое Казахстан. Это в том числе мировая сокровищница урана. Порядка там. Больше половины мирового урана на сегодняшний день добывается в Казахстане. А еще нефть, газ и сравнительно маленькое количество населения. Ну что вы думаете? Задавали веруны, лечить вас надобно. Кафедрал. Ну, наверное, да. Ну вот экскурсовод говорила, что тут записки надо некоторые оставлять. И тогда их зачитают, а потом сожгут и в какое-то специальное место пепел от записок сделают. Он говорит, а вы записку не хотите написать, когда я ждал этого? Я говорю, нет, не хочу, у меня есть e-mail от Господа. Он редко когда отвечает, но практически всегда, я знаю, читает мои сообщения. Да, вот одно из интересных, можно было так поговорить, мне просто на полчаса не хватило времени. Вот одно из интересных того, что там происходит, что там монахов не прибывает. То есть их было порядка более 300 человек, примерно 350, перед тем, как случилась Октябрьская революция. Их было много, там монахов. Они там спасались, это был большой монастырь. Сейчас и как в 91 году 20 человек заехало, так они там и остались. Один из них сделал, ну вот, 2 из них сидят в Петербурге на подворье монастыря, 2 из них сидят соответствующим образом на этим, вот в этом затворе, и остальные 14 непосредственно в собственном монастыре. Вот такого рода история. Сидят там они. И за 35 лет не прибыло почти никого. То есть один умер, и 2 вот в последнее время из трудней, те, которые просто там трудятся за бесплатно, решили стать монахами. То есть не происходит. То есть то ли жизнь тяжелая, то ли на самом деле это не модно. Или, может быть, очень строгий устав этого монастыря смущает. Но монахов не прибывает. То есть представьте себе, каждый день, даже в плохую погоду, туда прибывает большое количество любопытствующих. Сотни человек, если не тысяч. Вот, прибывает. А монахов, вот как было 14 человек, так 14 человек и с 91 года там они и существуют. То есть нету больше. Если только они не станут с нами север разрабатывать, все грозим будем шведу. Не помните? Да. Будем.
Ну, давайте поотвечаю. Еще немножко. Да, автор Го в монахи. Да ну, бросьте. Хохол теперь оскорбление. Ждем, когда посадят Гоголя. Ну, Гоголь не хохол нифига. Он же это... Во-первых, он памятник, а во-вторых, он Яновский, вы же знаете. Гоголь — это псевдоним. Это русский помещик. Ну, небольшой, русский помещик. Какие могли быть еще помещики? Только русские. Он Яновский. А ФСО знает всех экскурсовод. Ну, вот наверняка. Все говорят с фамилией Хахдов теперь на каторгу. Что-то как-то вы меня достали уже. Два. Константин Самсонов и Мит Деймон. Автор в курсе, что есть официальные документы времен Екатерины, когда крестьян принуждали ходить в церковь. Так была и справка о причастии чего? Это вот был институт официальный вполне. Нужна была справка о причастии, например. Такой вот документ. Может, и у нас будет. Поставлю, ты мне нравишься. Приветствую ведущую, всех слушателей. Вас тоже приветствую. Крест лучше заштукатурить цементом с толченым стеклом. Ну, может быть. Но они построили тогда над этим церковь. Это было еще достаточно давно. Там была очень интересная история. Одна из таких часовен, ее утащили с места срупа и сделали из нее КПП. И она вот так стояла в этой ситуации. Когда там монастырь восстановили, и этот сруб обратно утащили. И сделали из него часовенку. Но сейчас, конечно, все снесли и сделали определенного рода гламур. Понятно, что вот это некий аттракцион. Вот некий аттракцион. Я спросил экскурсовода, сколько там икон мощевиков. Оказалось, ни одного. А вот, например, в Макаревском, где тоже, в общем-то, аттракцион, где бизнес идет без всякого Путина. Путина там никогда не было. Торговый. То есть люди едут в знаменитый монастырь. Там был мужской, а там 14 женщин, по-моему, 14. Или 11 монахинь. И там тоже идет все это. И экскурсии, правда, 450 рублей стоит. И, нет, не знаю, сколько стоит экскурсия. 450 рублей стоит бизнес-ланч. Местной трапезной. Тоже был пост, к сожалению. Но была рыба. Но он роскошный, конечно. Там можно есть все, что угодно. Я как там прописался, чтобы пожрать-то, так вот и сидел. То есть там в этом смысле все гораздо щедрее. Но там видно, что люди строят громадный бизнес. То есть вот громадный. То есть тоже куча экскурсоводов. Куча народу в этой самой столовой и прочее, прочее, прочее. Еще так по жертву не собирают. Так вот в Макаревском там 20 мощевиков, а то и больше. То есть специальных чудотворных икон, в которые встроены в коробочках кусочки человеческой бальзамированной плоти, так называемой мощи. Все давно интересно узнать, из чего они состоят. Вот. А здесь ни одного. И вот этот список местной Божьей Матери, он не настоящий, потому что настоящий был увезен, когда была опасность захвата Каменецкого монастыря большевиками, был перевезен дальше в Финляндию. И там есть специальный монастырь православный, называется Нововаламский. И вот она там сейчас хранится. Это список, потому что был в церкви здесь. Соответственно, и тоже к ней мощей нет, то есть она не настоящая. То есть, если вы молитесь обычной иконе, это можно, но чудотворная настоящая икона всегда практически мощевик. Мощь в ней там. То есть, обязательно какого-нибудь человека, неизвестно выдающегося, не выдающегося, кусок его плоти туда встроен. Обязательно. Православный 10 лет. Не быть, оказаться. Золотая утварь. Да, золотая одежда, золотой унитаз, золотым сиденьем. Круто, но непрактично. Блеск затмил суть. Вот и здесь я тоже полагаю, чтобы блеск затмил суть при всем при этом. Вот он пришел, прикоснулся, и все стало золотым. Но они как-то вот это стесняются. То есть, вот, чтобы совсем было хорошо, еще за деньги бы шашлыки в пост жарили на берегу озера, или еще что-нибудь делали. А этого нету. Вот. И хоть рекламу-то проводили более активно, они просто позволяли круизникам останавливаться. Но так говорит, что с утра к ним приходило 3 круизных суда, экскурсовод Наталья, еще до нас. То есть они в 8 часов туда заходят, 3 круизных судна приходило, по 150 человек с каждого.
Они все на 3 часа заходят туда. Кормят их на судне, разумеется. Но вот они там были. А в 12:30 мы приехали. Эх, Фафан Фафаныч, ни Собянин, ни Лужков. То есть ни Собянин, ни Лужков. Хорошо. Может, там служат еще какой-то другой религии, типа церкви Сведенборга. Может быть, кто же их знает, этим не судят. Там экскурсовод специально нам рассказывал, что она все время пытается узнать, как у них здесь все устроено. А ей на это говорят, они благословляются. Зашла, видит, какой-то человек есть в этом скотном дворе, который у них построен. Ну, Пауэрл, скотный двор построен. Она-то голову засунула, ей кустой бас и говорит, а любопытствовать не благословляется. И ушла она, значит, этим, ничего не зная. И тоже интересно, они построили, значит, скотный двор, но там нет ни одного животного. Постоянно они обращаются со всем, что зарплата, проживание, кормление. Нужны люди, умеющие обращаться с животными. А никто не соглашается. Монахов нет, никто не соглашается. Большую часть реставрационных работ выполнили за деньги Роснефти, таджики и узбеки. И кто-то нас спрашивает, так как было, они все-таки разделили, говорят, что основные работы велись иноверцами, но вот им, собственно, в храме, росписью и всем прочим занимались православные. То есть вот такая вот история про Коневец. Спасибо Кузе за донат, да. Матвиенко впору развивать бриллиантовое кольцо. Но она развивает. Я думаю, немного бриллиантовых колец. Но, кстати, обратите внимание, сейчас накат пошел на Матвиенко. Я же посмотрел, это же замечательный сериал «Фишер 2». И там главная коррумпированная мэр города в исполнении Александра Ребенок. Она, кстати, завалила эту роль полностью. Я-то думал, что она хорошая актриса. Зовут ее Валентина Ивановна. И она борется с ночным губернатором местного городка. А вы знаете, что Кумарин, он же Барсуков, был ночным губернатором Петербурга, и его посадили пожизненно, судя по всему. Мой друг позорник тоже топит дровами баню. Ну, баню, так чего? Баню святое дровами топить. Царь правды Шаламонька I. Ну, как-то вы ругаетесь. Куда все ушло? Перестаньте смешить. В Англию уходила, так что поддоны золотом самолетов ломались от веса рыжья. Но уходило, наверное, что-то. И Горчевы взяли, что Собянин рисовался как у Лужкова. Наверное, больше, да. Медведев снял Лужкова и приняли план развития по увеличению Москвы в 2 раза. Естественно, что под это дело нужны новые транспортные линии. Нет, с увеличением Москвы в 2 раза это была известная коррумпированная история, что у некого человека, все говорят, что это был Абрамович, был спад 2008 года, и у него большое количество земли в Подмосковье зависло. А куда их можно было продать по завышенной стоимости? Только в казну. И вот придумали этот проект, будто бы будем парламентский центр Московской области строить. Выкупили землю у Абрамовича. За откат, не за откат, я не знаю. А потом и по парламентский центр забыли. И получилась вот такая Москва, а у нее вот такой кусок. Это потому, что вот человек хотел свою недвижимость задорого продать. Такое бывает. Ну, типа как за бесплатно получил Сибнефть, а потом эту Сибнефть опять государству продал. Тоже распространенная вещь. Мы в Альпах тоже дровами топим. Все в округе. Причем газ не по карману. Ну, много, да. Я знаю, что, например, Милан и Рим тоже топятся дровами, каминами. И говорят, что в мороз, если идти по Италии в морозец, то чувствуется, ну вот, и в Милане, и в Риме можно прийти, и такой дымок определенного рода. Дровами топят камины, да. Игорь, привет, всем привет. Ну, это понятно, да. Но одно дело Альпы, и другое дело, значит, это Италия, а совсем другое это Северная Ладога. То есть это почти Карелия. Битва за Арктику еще предстоит, и, судя по всему, будет не менее напряженной, чем нынешние события. Практически все положили свой глаз на Арктику. Ну, посмотрим. Битва, конечно, состоит, но вначале будет война на северо-западе, вы же понимаете. Сколько крепостных крестьян было в православной церкви во времена крепостничества? Очень много. Очень много. У них их отбирали, собирали.
Но вот на русском севере, то есть крепостные были фактически только у монастырей. То есть у нас помещиков не было с крепостными на севере-то. Были государственные крестьяне и крепостные монастыри. Больше не было. Какая битва завтра? Не смешите. Почему Америка не строит или НАТО? Потому что не будут черепашьи сюда воевать в Арктике. У веносной группы радиус 1000 километров или от крейсера, в принципе, на аэродром везет. Ну, вот так он и не приплывет никуда. Будет здесь болтаться около Норвегии. А до Арктики там очень далеко, от Норвегии, от русской Арктики-то. Явно больше, чем 1000 километров. Гоголь книги писал, хохол, он так их называл. Если я тебя достал, я могу вообще отписаться, невелика потеря. Ну, как хотите. Так называемые камеры уже реанимировали дивизию ВДВ. Не помню номер, можно найти, которая была очень долго в забвении, террасформированной. Вот она вернулась к жизни, специализация боевые действия. Так называемые камеры реанимировали дивизию ВДВ. Камера, может быть, Амера. Не понял я. Боевые действия в северных арктических широтах. Ну, вот так это никого же не секрет, что у нас была бригада морской пехоты на севере. У нас есть там, ну, есть специальные части, которые к этому должны были приспособлены быть. Есть там такая часть у нас. А сейчас ее будут превращать в дивизию морской пехоты. Они строят, как они ПЛ не могут строить, чтобы за китайцами поспевать. Им сейчас не дожило. Да, не могут, да. И атомные ледоходы им не особо нужны. Есть большая программа, что финны будут им строить целый парк ледоколов для американцев. И не только финны. Есть большая программа, может, финны им и построят. В 2024 году запущено 3 атомных ракетоносца. В России сколько спущено? Ну, насколько я понимаю, 2 я видел. То есть был стратег в один день, я не знаю, я не слежу. Был стратег класса Борей, и была это универсальная подводная лодка, которая на замену Курскую и всем остальным строится. Вот я видел, их в один день спустили в Северодвинске. Наверняка еще что-то спускали, я просто не отслеживал, можно найти. Амери хотел сказать, Дон Рептилию, какой унылый стрел, кошмар. Ну, унылый, мне кажется, да. Анатолий Чубайс, спущен у нас не только 3, у нас все уже давно спущено. Спустили, да. Какие ракетоносцы? Все 3 кладки класса Вирджиния, многоцелевые лодки. Посмотрите, как китайцы клепают. Да, значит, класс Вирджиния, да, это многоцелевые лодки. Я просто не знаю, что спустили. Ну, вот так. Вот так. Ну, все, давайте поблагодарим, значит, наших донаторов. И закончим это дело. Это у нас комитет единения и прогресса, 2 доната. Это у нас Хуб, спасибо. Это Дмитрий Б, который является лидером. И это Кузя 495. Тоже спасибо. Ну вот все, у нас было мало. Не пошел у нас что-то сегодня коневец-то.